Итак, всем привет! Мы начинаем с вами наше первое занятие по питону, и речь у нас сегодня пойдет про переменные. В данном видеоматериале мы разберем, что такое переменные в питоне, как их создавать, какие есть правила, какие есть функции для дополнительной информации, ну и так далее. Давайте без лишних предисловий сразу же будем начинать. Во-первых, что же такое переменная? Переменная в питоне, как и в любых других языках программирования, это не что иное, как контейнер или же ящик, в который мы можем положить различные данные, такие как числа, строки, файлы, ссылки, списки и прочее, 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 прочее. Соответственно, когда вы создаете переменную, вы даете ей имя, по которому вы можете обращаться к данным, которые она в себе содержит. Давайте сразу же на практике посмотрим, как создать переменную в питоне. Для того, чтобы создать переменную в питоне, вам нужно выбрать имя для этой переменной и затем присвоить ей значение. Другими словами, мы должны объявить нашу переменную. Это делается следующим образом. Я пишу, пускай у меня будет просто название А, и дальше мне нужно использовать оператор присвоения. Оператор присвоения в питоне это знак равно. Обратите внимание, я нажал здесь пробел, на самом деле можно здесь пробел не ставить. И у нас все будет прекрасно работать. Просто так все это выглядит более эстетично. И такой код удобнее читать. Соответственно, сейчас на ваших глазах я только что создал первую нашу переменную с названием А. И присвоил ей значение 5. Другими словами, я внутрь ящика под названием А положил только что цифру 5. Давайте мы это проверим. Я напишу команду, которая является функцией для вывода информации в консоль. Print A. И запустимся. Если я сейчас запущусь, и я все сделал правильно, то я увидел в консоли свою цифру 5. Как мы видим, мы только что без проблем присвоили нашей переменной А значение 5. Обратите, пожалуйста, внимание, что знак равенства, который вы привыкли видеть в обычной жизни, а также в математике, оно не соответствует действительности в программировании. Поскольку в программировании оператор со знаком равно означает присвоение, то есть мы что-то присваиваем чему-то. Другими словами, в данном случае я создал переменную с именем А и поместил в нее значение цифры 5. Присвоение в программировании означает, что мы как бы говорим, моя переменная А теперь равняется 5, да? Если мы попытаемся сделать что-то еще, допустим, b присвоить, ну, допустим, Эрик, и напишем print b, то мы увидим, что здесь в консоли точно так же отображается информация. Другими словами, я точно так же для переменной b присвоил новое значение в виде строки под названием Эрик. Строка, числа — это так называемые типы данных, о которых мы будем говорить с вами дальше по ходу курса. Сейчас мы на этом не будем акцентировать свое внимание. Сегодня наша задача разобраться с тем, что же такое переменные, как их создавать, какие есть правила и особенности. Значит, на текущем примере мы только что с вами посмотрели, как объявлять и создавать переменные в питоне. Давайте сразу же посмотрим на интересный нюанс. Если я попытаюсь написать print a плюс b, то бишь попытаюсь сложить две свои переменные с разными типами данных, то я получу ошибку. Поскольку я не могу выполнять 90% операций с разными типами данных. Об этом мы будем говорить с вами в процессе. Сейчас я это показал лишь для демонстрации. Давайте будем двигаться дальше и разбирать такой момент, как выбрать имя для нашей переменной. Но перед тем, как мы будем разбирать данный момент, я хотел бы еще немножечко сделать акцент внимания на функции print. На этой функции, которую я использовал для вывода информации в консоль. У нас есть так называемая команда print, которая позволяет нам выводить любую информацию, будь то значение переменной или же просто какая-то текстовая часть, в консоль. То есть я могу здесь просто написать «привет» и вывести ее в консоль. Обратите внимание, никакие переменные я при этом сюда не добавлял. Это работает именно так. Данная функция будет для нас очень полезной, мы будем ее часто использовать в работе, поскольку мы работаем с консольным интерфейсом, а не графическим, и будем частенько выводить информацию себе в консоль для удобства.
Значит, давайте теперь поговорим про то, как выбрать имя переменных. У нас есть ряд правил и особенностей в питоне, которых стоит придерживаться. Понятное дело, что вы можете называть переменные так, как вам удобно и так, как вы хотите, но тем не менее, у нас есть ряд правил, о которых я бы хотел поговорить. Первое. Имена переменных мы создаем с помощью английских букв, будь то верхний регистр, нижний регистр, то есть большие, маленькие, неважно. Также имена переменных могут содержать цифры от 0 до 9 и символы подчеркивания, нижнего подчеркивания. Но при этом наша переменная не может начинаться с цифры. Что это значит? Это значит, что если я напишу моя переменная 1, присвою значение 1. Все, окей, я создал переменную, мы видим, что никаких ошибок нет. Я могу написать команду print, вывести мою переменную one1 и увидеть результат в консоли 1. Вижу, все, супер. Но если я попытаюсь создать переменную 1, то, как мы видим, я уже получаю ошибку. И здесь мы также видим syntax error. Я пытаюсь создать неправильно свою переменную. То есть я могу использовать нижний регистр, верхний регистр, цифры от 0 до 9 и нижнее подчеркивание для создания своих переменных. При этом моя переменная не может начинаться с цифры. Отлично, это мы запомнили. Двигаемся дальше. Помимо того, что мы не можем использовать цифру для нашей переменной в самом начале, мы также не можем использовать и ключевые слова, которые есть по умолчанию в питоне. Например, if, else, elif, while, for и так далее. Потому что если мы напишем, допустим, if присвоить 5, то, как мы видим, опять же мы не создали переменную if. Да, у нас опять получается новая ошибка. Syntax error, invalid syntax. Поскольку мы пытаемся использовать ключевое слово питона в качестве переменной. Так делать тоже нельзя. Ну и, конечно же, имена переменных у нас чувствительны к регистру. Другими словами, моя переменная my var присвоит 5. И если я здесь сейчас напишу print my var, то это будут два разных элемента, то есть две разные переменные. Запускаемся и видим, что переменная my var is not defined. Другими словами, соблюдение регистров в питоне это важный элемент. Если вы записали переменную так, то и обращаться к ней вы должны точно так же. Никак иначе. Поэтому у нас есть три формата. Первое. Это то, что наши переменные могут создаваться с помощью букв английского алфавита, верхнего или нижнего регистра без разницы. Могут использоваться цифры от 0 до 9 и, конечно же, символы подчеркивания. Также мы не можем использовать ключевые слова в питоне, такие как if, else, for, while, elif и так далее. Мы не можем начинать наши переменные с цифры. И при этом у нас переменные чувствительны к регистру. Если мы создаем переменную myVar с маленькой буквы, то и обращаться к ней мы будем точно так же, а не через myVar с большой буквы. Да? Тогда у нас получается это две разные переменные. Ну и, конечно же, у нас есть правило именования наших переменных. Имена переменных должны быть осмысленными. Другими словами, должно быть понятно, что они в себе содержат, какие значения для чего. У нас есть два стиля в программировании. Стиль Snake Case и стиль Camel Case. Стиль Camel Case, он выглядит следующим образом. Когда мы пишем наименование первого слова с маленькой буквы, наименование второго слова с большой буквы и последующих слов также мы пишем с большой буквы. Это так называемый Camel Case. Он характерен для других языков программирования, в Python он тоже встречается, поэтому иногда их так называют. Но для Python больше характерный второй вариант, то есть второй стиль, так называемый Snake Case, змеиный регистр. Он делается следующим образом. Var. Это Snake Case. Когда мы используем нижнее подчеркивание в качестве разделителя. На самом деле здесь можно было писать вот так вот, myVar. Другими словами, с конструкцией Camel Case у нас идет начало с маленькой, затем внутреннее слово с большой и так далее.
с конструкцией SnakeCase мы просто все разделяем через нижнее подчеркивание. Какой из этих стилей использовать, будь то змеиный регистр или же верблюжий горб, выбирайте сами, кому что предпочтительнее и удобнее. Здесь особой разницы нет. Также я бы хотел выделить ряд важных моментов. Для использования переменных в Python ее нужно сначала создать, иначе вы получите ошибку. Другими словами, если я сейчас попытаюсь, допустим, if a равен нулю, или больше нуля сделать проверку, и напечатать да, то я получу ошибку о том, что у меня переменная a не объявлена name error a is not defined. Если я попытаюсь объявить эту переменную снизу, я также получу эту же самую ошибку. Почему это происходит? Потому что переменная должна быть объявлена до того, как она будет использоваться в коде, иначе вы получаете ошибку. То есть мне нужно объявлять переменную здесь, выше. И как мы видим, ошибка пропала. Почему так происходит? Все очень просто. Дело в том, что у нас код в Python читается сверху вниз, по порядку. И поэтому, когда вы пытаетесь объявить переменную после того, как с ней выполняется какое-то действие, вы получаете логическую ошибку. Далее, переменная может быть предназначена, то есть вы можете изменить значение, которое она в себе содержит. Другими словами, если у вас изначально была переменная a со значением 5, то вы в процессе можете легко записать a равно, ну, например, Эрик. И в таком случае ваша переменная a будет переназначена. И теперь вместо значения 5 внутри будет записана уже надпись Эрик. Без каких-либо проблем. Помимо этого, переменные в Python являются динамически типизированными. Что означает, что вы можете присваивать им значения разных типов. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это касается языка программирования Python. Другими словами, в Python нет констант. То есть мы можем спокойно изменять наши переменные, как нам хочется. В любых других языках программирования есть так называемые константы. В Python они тоже как бы есть, но они в любом случае пишутся вот так вот, с заглавной буквы, и вроде как должны быть неизменяемыми. Но если я напишу здесь const и присвою значение 2, напишу print, то я все равно без каких-либо проблем поменяю значение для этой переменной. Почему? Потому что я уже сказал о том, что у нас переменные в Python являются динамически типизированными. То есть мы можем их легко менять. В других языках программирования у нас есть константы, и константы у нас являются неизменяемыми переменными. То есть, если я написал один раз переменная константа, да, равна единице, она у меня до конца работы программы всегда будет оставаться единицей. Любые попытки ее изменить на другое число, значения, они будут выдаваться с ошибками. В Python такого формата нет, поэтому и констант в Python тоже нету. Несмотря на то, что они якобы есть за счет записи вот такой вот с заглавных букв. Но это не так, потому что они все равно в любом случае будут изменяться. Так вот, это то, что касается важных моментов по работе с переменными в Python. И давайте еще один важный момент. Это, конечно же, ввод и вывод информации. Для того, чтобы вывести информацию в Python, мы используем команду print. Вывод информации с помощью функции print. Вы можете ее там неоднократно передавать, да, то есть много значений туда записывать, и выводить это все на экран. То есть вы можете писать, давайте сделаем конструкцию print базовую hello world. И вот вы написали свою первую программу и вывели информацию на экран. Супер, круто. Точно так же вы можете выводить и большой объем информации, например, там у вас есть переменный name, который содержит в себе запись Eric, age 28, и print name, запятая age. Вывели значение этих самых переменных. Опять же, без каких-либо проблем. Плюс тут можно дописывать дополнительные вещи в качестве доп. Текста. Ваше имя, запятая. И тут тоже запятая. Ваш возраст.
Давайте запустимся, проверим. Как мы видим, все прекрасно работает. Так мы можем выводить информацию для того, чтобы на нее посмотреть. А вот что касается ввода информации, для этого используется другая функция, так называемая функция input. Она позволяет пользователю ввести данные с клавиатуры, а затем возвращает введенное значение в виде строки. И я не просто так сказал, что она возвращает в виде строки, давайте мы на это посмотрим. Присвоить int, input, print a. Я запускаю программу. Консоль меня просит что-то записать. Привет. И мы видим, что у нас в переменную a записалось значение привет, который пользователь ввел с клавиатуры. Если я сейчас попытаюсь записать цифру 5, как вы думаете, чему равна эта пятерка? Числу? Давайте проверим. a плюс 2. Запустимся. Если я сейчас введу 5, то я должен, по идее, получить семерку. Правильно? Правильно. Но на самом деле нет. Я получу ошибку, которую мы уже видели ранее. Почему? Правильно. Потому что, как я и сказал, данные, которые вы вводите с помощью команды input, по умолчанию являются строкой. Про типы данных мы поговорим в процессе, но это запомните прямо сейчас. Любые данные, которые вы пишете через команду input, являются строкой по умолчанию. Соответственно, такая команда у нас работать не будет, и мы будем получать ошибку. А вот как предотвратить этот момент, мы узнаем с вами далее по ходу курса, познакомившись со всеми типами данных в Python. Давайте подытожим. У нас здесь в Python есть так называемые переменные, которые мы можем создавать, объявлять. Делается с помощью оператора присвоения. У нас есть возможность называть переменные как мы хотим, при этом соблюдать структуру, чтобы у нас ключевые слова не использовались в названии переменных, чтобы у нас не использовалась переменная с цифры, не начиналась, да. Мы можем использовать английский алфавит верхнего или нижнего регистра, мы можем использовать цифры, мы можем использовать символ подчеркивания нижнего. Также у нас есть две конструкции, два стиля, это snake case и camel case, которые мы должны использовать в работе. Помимо этого, имена переменных должны быть осмысленными, чтобы было понятно, что они содержат. И при этом наши переменные могут быть перезаписаны, потому что они являются динамически типизированными. Если мы не объявляем переменную до ее использования, то у нас получается ошибка. Наша переменная должна быть объявлена до того, как она будет использована в коде. Также для использования переменной ее нужно сначала создать, иначе Python тоже выдаст нам ошибку. Ну и код в Python читается сверху вниз. Это базовые вещи, которые вы должны знать про переменные в Python перед тем, как мы будем двигаться дальше. Для самостоятельной работы вы можете использовать задачи, такие как, например, написать программу, которая будет просить у пользователя ввести имя, а затем выводить на экран в консоль фразу «Привет» плюс имя пользователя. Решение к этой задаче можете написать в комментариях. Спасибо за внимание, увидимся на следующих занятиях.